Привет! Уже почти год подписчики просят рассказать о эхолоте Garmin Ultra 2. И я их понимаю. Никто в мире до сих пор не удосужился рассказать о нем никаких подробностей. Я проверял. Но сотрудников магазина Александр Ховрина такое положение вещей не устроило, и они предоставили необходимое оборудование для проведения тестов и обзоров. И, кстати, для подписчиков нашего канала в магазине Александр Ховрина действуют скидки. Ссылку на магазин найдете в описании. И вот еще что. Сейчас непонятно, продолжит ли существовать YouTube на территории России. Поэтому, чтобы не потеряться, обязательно подписывайтесь на наш канал на Дзене и на канал в Рутубе. Ссылки также найдете в описании. Итак, начнем с того, что для рыболовов-любителей у Гармина имеются две основных линейки продукции. GPS Map очень качественно, прям вообще все круто и максимально функционально. Но очень дорого-богато, не каждому по карману. И линейка EchoMap. По сути, это обрезанный вариант, зато ценник не такой заоблачный. Есть небольшой нюанс, который меня, например, очень расстраивает. GPS Map и EchoMap между собой несовместимы. То есть вы не сможете объединить в сети Ethernet для совместной работы EchoMap с приборами из линейки GPS Map. Но к этому мы еще вернемся. Линейка EchoMap в свою очередь разделена на два сегмента. Серия UHD, самые доступные модели с диагональю экрана до 9 дюймов. О них мы уже подробно рассказывали в отдельных выпусках, как о представителях первого поколения, так и второго. Ссылку на выпуски о эхолотах UHD и UHD 2, сравнение их с Lowrance Elite FS и между собой найдете в описании под видео. И второй сегмент EchoMap серия Ultra. Уже более мощные аппараты, размеры матриц которых начинаются от 10 дюймов. И тут некоторым может показаться, что различие между UHD и Ultra заключается лишь в размере экрана. Кажемость. На самом деле серия Ultra — это уже более продвинутые, более мощные и чувствительные аппараты. Чтобы осознать разницу в вычислительной мощности, достаточно посмотреть на заднюю часть корпусов эхолотов. Вот посмотрите на тоненький, закрытый пластиковой крышкой UHD 2 и на массивные алюминиевые радиаторы Ультры. В этом сезоне на эхолотах Lowrance под палящим июльским солнцем я неоднократно выхватывал перегревы со всеми вытекающими. Но в тех же самых условиях Garmin Ultra, как первый, так и второй, показали себя максимально стабильными. Поэтому некоторая громоздкость полностью оправдана надежностью. Также о повышенной производительности Ультры в сравнении с UHD свидетельствует повышенное потребление питания. И вишенка на торте — выходная мощность излучателей сонара увеличена на 100 Вт. То есть 600 Вт против 500 у серии UHD. Теперь посмотрим на отличие первой Ультры от второй. Что же Garmin добавил во вторую Ультру, кроме интерфейса второго поколения? Размеры девайса, к сожалению, не изменились. Это по-прежнему достаточно громоздкий прибор. У некоторых обозревателей я видел восторги от нового экрана. Типа матрица у второй Ультры значительно лучше. Вы меня простите, пожалуйста, может быть, я какой-нибудь кривоглазый, но матрица та же самая. По крайней мере, у моделей с 10 дюймами. Кроме того, как на первой Ультре, так и на второй используется так называемая панорамная оптика. Другое дело, что с обновленным процессором видеоядро несколько интереснее обрабатывает картинку, и с новым интерфейсом и с большей производительностью вендор решил подкрасить картинку и сделать ее более четкой. В целом изображение действительно стало немного приятнее глазу.
Далее, на борту по-прежнему присутствует два Ethernet разъема для организации сети. Это отлично. Однако у EchoMap Ultra 2 теперь отсутствует разъем для подключения Panoptix LiveScope LVS12. Вероятно, его снимают с производства. Но, честно говоря, я особо и не слышал, чтобы этот датчик был популярен в нашей стране. Возможно, массовых переживаний по этому поводу не случится. Зато у второй ультры теперь появилась многодиапазонная GPS-антенна. Как обещает производитель, это должно повысить уровень приема сигнала, особенно в местах с затруднениями. Так, есть очень интересный момент, на который не обращают внимания потребители при выборе эхолота, а позже следует разочарование. Дело в том, что у гарминов первого поколения, например, на первой ультре, имеется возможность сделать скрины экрана. Однако позже просмотреть их на экране эхолота возможности не имеется. То есть, если вы во время рыбалки сделали скрин важного для вас объекта, вернувшись в лагерь, чтобы показать скрины приятелям, вам придется подсуетиться. Либо иметь с собой, скажем, ноутбук, либо картридер, чтобы показать снимок на смартфоне. В общем, нервяк и лишняя движуха. А на аппаратах с интерфейсом второго поколения вы можете посмотреть скрины непосредственно на экране эхолота. Казалось бы, такая простая мелочь, а настроение испортить может. Странно, что Garmin пришли к этому только сейчас. Более того, теперь у второй ультры доступен Helm. Для тех, кто не в курсе, что это, поясню. Теперь изображение с экрана эхолота можно выводить на мобильные устройства и при необходимости записывать. То есть ранее, чтобы поделиться увиденным или каким-то особым моментом, вам необходимо было сделать скрины. А статичная картинка — это такое себе. А если нужно показать динамику развития события, то снимать, видимо, со смартфона непосредственно экран эхолота. Что тоже хрень-то, в общем-то, полная, так как дрожание рук, отблески неба, и прочая фигня. А теперь записал фрагмент, а то и всю рыбалку целиком, и все шикарно. И нужно отметить, что в отличие от того же Lowrance, беспроводное потоковое видео у Garmin передается без помех и различных дифракций. Отличная чистая картинка, мое почтение. В этом аппарате загружены карты Navionics, которые можно бесплатно обновлять в течение года после покупки. Но для России и Беларуси это абсолютно бесполезная информация, так как в свете политических событий для нас это все не работает. Зато в магазине Александра Ховрина имеются прекрасные карты Blue Chart третьего поколения. Не забудьте при заказе добавить их в комплект. Недавние обновления добавили возможность на EchoMap второго поколения использования флеш-карт microSD объемом до терабайта, в отличие от предыдущих моделей, которые работают с карточками до 32 гигабайт. Это вообще-то очень круто. Например, у Raymarine использование карт такого размера реализовано уже как много лет. Странно, что Garmin до этого дошел только сейчас. И, конечно же, у аппаратов второго поколения в интерфейсе появилась возможность записи собственных пресетов. То есть вы всегда можете записывать свои настройки любого окна. Например, настройки бокового сканирования для определенной частоты, определенного сектора водоема, для выбранного сезона и погодных условий. Или для карт, или для Panoptix. Практически для всего. Теперь вам не придется подбирать настройки каждый раз повторно. Я вообще в восторге от этой функции. Жаль, что другие производители игнорируют столь необходимый инструментарий. Ты забыл сказать о быстросъеме. Друзья, так как криминогенная обстановка в связи с кризисом обостряется, поэтому даже на территории дачного участка по максимуму снимали с лодки дорогостоящее оборудование. Поймите правильно, оборудование не наше, нам за него отвечать. Не приведи Господь, залезут в воровайки. Так вот,
Я лично устанавливала и снимала головы эхолотов после очередных тестов на воде. И скажу вам, на фоне эхолотов Лоренс, с которыми я замумукалась, прикручивая, а после откручивая многочисленные разъемы питания, сети НМА, Сонара, Изарнета, отвинчивая всякие там барашки, в то время как на гарминах одним движением ставлю и снимаю голову. И все. Очень странно, что этому так мало придают значения различные обзорщики. Еще нужно отметить, что эхомап второго поколения легко снимается защитная крышка экрана, буквально одной рукой. Но вообще мы об этом уже упоминали в обзорах на UHD 2. И в этом обзоре не помешает. Также ты пропустил, что в отличие от UHD, у серии Ультра уже металлические кронштейны крепления, по всей видимости, выполнены из крашеного алюминия. Кроме того, если говорить о качестве сканирования структур... Ну все, успокойся, дальше лучше я расскажу. Но перед тем, как мы перейдем непосредственно к тестам на воде, хочу отметить, что мне очень понравилась функция беспроводного Ethernet. То есть, если у вас в лодке установлено несколько эхолотов Garmin второго поколения, вы можете объединить их в единую сеть для совместной работы по беспроводной связи. Это прям вообще круто. Исключение пока что составляет Panoptix LifeScope, который по-прежнему работает только по проводной связи. И в настоящий момент объединить эхолоты EchoMap и эхолоты GPS-Map у вас не получится. В остальных случаях работает безупречно. А теперь давайте перейдем к тестам на воде, где протестируем эти приборы и сравним их между собой. Итак, мы на Волге, недалеко от города Калязин, в акватории напротив базы отдыха Константа. Подписчик Александр показал нам живописную корягу на дне заливчика в притоке реки Уда. Вот на ней и будем проводить тесты. Коряжка расположена в яме, из-за чего это достаточно трудный объект для бокового сканирования. И начнем с первой ультры. Так как видеовыхода и беспроводная трансляция на аппарате отсутствует, то терпите вот такую съемку и воспроизведение эхограмм в приложении HomeSucker. Так, давайте поясню за настройки отдельно. Настройки на этих аппаратах я выставил преимущественно по умолчанию. Дело все в том, что в отличие от Lowrance, где практически все регулируется автоматически, на EchoMap отличную картинку можно вывести только путем подбора соответствующих настроек. В нашей телеграм-группе вы найдете множество отличных примеров тому. Присоединяйтесь, обменивайтесь опытом и прокачивайте свой скилл. Ссылку на группу оставлю для вас в описании. Продолжаем. Я, конечно, мог потратить массу времени, подобрав идеальные настройки и вывести на экран шикарную картинку. Но потом возникает множество вопросов от новичков, которые в первые дни общения с эхолотами видят именно такую картинку, которую я вам сейчас и показываю. И у них создается впечатление подлога. Поэтому настройки преимущественно по умолчанию. Ладно, на частоте 455, при желании коряжку найти возможно. На частоте 810 деталей значительно больше. И на частоте 1070 коряжка вполне читаема в деталях. Теперь Ультра 2. И тут имеется возможность просматривать записи, сделанные посредством Helm. Во всяком случае, в разы лучше, чем съемка с экрана, которую мы тоже произвели, так уж, для проформы. И как видим, картинка даже чуть лучше, чем на первой ультре. Я это связываю с тем, что на вторую ультру имеются более свежие обновления, чем на первую, в которых, видимо, производитель что-то приулучшил в обработке изображения бокового сканирования.
Теперь посмотрим на UHD 2. И разница заметна. Явно дает о себе знать, что мощность UHD на 20% ниже, чем на ультре. И объект в ямке прозванивается значительно хуже. Такова уж действительность. Думать о том, что капиталисты выпустят модель подешевле, которая будет показывать такую же картинку, ну просто глупо. Утопия. Ладно, давайте теперь поставим рядом с коряжкой судака и посмотрим, будет ли его видно в боковом сканировании. Опускаем на дно кирпич, а в метре над дном на 1,5-метровом поводке 1,5-килограммовый судак. Наблюдаем судака в Panoptix. Вот кирпич, вот наш судак. Теперь пройдемся мимо коряжки со второй ультрой. И вот в большинстве случаев мы наблюдаем судака. Конечно, новичок его скорее всего проглядит, но на то и нужен опыт. Также мы провели ряд тестов с Panoptix LiveScope на примере комплекта 10 Ультра 2 и 34 датчика. Но об этом у нас выйдет отдельный выпуск, в котором мы постараемся рассказать о концепции живых сонаров и о том, что мы думаем по этому поводу. Что касается второй ультры, нам, особенно тете Лене, очень понравился этот эхолот. Честно скажу, если бы мы не были привязаны мотергайдом к Lowrance и у нас была бы финансовая возможность, то, скорее всего, мы бы перешли на Garmin. В идеале, конечно же, на серию GPS Map. Но это всего лишь мечты, поэтому Ультра 2 рассматривался бы как наиболее реалистичный доступный вариант. А я еще раз напоминаю, что для подписчиков нашего канала в магазине Александр Ховрина действуют скидки, поэтому подписываемся, ставим лайк и помните, дядя Вова плохому не научит. Пока. Ну все, наверное, сегодня.